Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Иностранцы о России». Подписывайтесь, ставьте палец вверх. Ну а мы начинаем. К опросу GoLab. Почему американцы стали бояться России больше всего? Рядовые американцы боятся России куда больше, чем Китая или КНДР. Таковы результаты опроса, проведенного GoLab. Цифры и сравнение новых данных с показателями прошлых лет впечатляют. Из всех опрошенных 51% полагают, что военный потенциал нашей страны – это очень серьезная угроза для США. 32% поставили Россию на первое место по степени опасности. Китай с 21% взял серебро. Бронза досталась КНДР. Северную Корею опасаются 14%. В 2016 году только 39% американцев считали российское оружие серьезной угрозой, а в 2004 году 18%. Можно, конечно, было сослаться на два последних послания Владимира Путина, в которых он описал возможности новейших ракетных систем и других видов вооружения, объяснив этим возросшие страхи наших заокеанских друзей. И это будет верно, но лишь отчасти. На самом деле все зависит от интерпретации. Действительно, ведущие американские СМИ сочли слова российского президента демонстрацией агрессивных намерений и желания при случае помериться силами, что при ядерном потенциале, которым располагают обе стороны, стало бы прелюдией апокалипсиса. Это весьма вольная и тенденциозная интерпретация. Утверждением российского лидера о том, что российская военная доктрина исключает вероятность нанесения первого удара и носит исключительно оборонительный характер, американские журналисты отнеслись без всякого доверия. Выходит, что рядового американца запугали его же собственные медиа, которые, помимо прочего, все время удерживают в списке топовых тем российское вмешательство в американские выборы, военную агрессию вооруженных сил на Украине, поддержку Кремлем диктаторских режимов в Сирии и Китае, тех же Северной Корее и Иране. Степень влияния и могущества России в такой аналитике описываются как явно превосходящие, чем возможности американского государства поддерживать надлежащий порядок на планете. У Вашингтона, увы, никак не выходит эффективно противодействовать злой воле этих русских. Более того, с каждым годом Россия становится синонимом всего, что противно демократии и цивилизации, только укрепляет свою темную силу. Как же не бояться этого просыпающегося монстра? О том, что именно журналисты и политики подогревают истерические настроения в американском обществе, говорит еще одна цифра. В 2018 году главной опасностью 51% американцев называли Северную Корею. Понятно, что это стало следствием медийной активности. Американские СМИ внимательно следили за ходом переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына о ядерном разоружении. Общество, которое вынуждают страшиться то одной угрозы, то другой, нельзя назвать полностью психологически здоровым. Оно распятое собственными страхами. И то, что Россия сейчас вышла на первое место, может еще больше подорвать душевное равновесие американцев. Китай и КНДР во многом остаются для населения штатов вещью в себе и вещью для себя. Это закрытые общества с не слишком понятным общественным укладом и культурой. Ясно только одно, что они скорее замкнуты, нежели устремлены во внешний мир. А Россия за последние годы превратилась в ключевого игрока в международной политике. Логично предположить, что свою активную позицию она будет пытаться обеспечивать ядерными аргументами. Кроме того, русские – это понятный народ. Они мало чем отличаются от американцев. Но только в силу своей дикости, выпадения из цивилизационной парадигмы, они избрали себе темную сторону, тогда как США стоят на стороне сил добра. А от второгодников и хулиганов всегда ожидаешь худшего. Они имеют дурное обыкновение пускать в ход кулаки и дубины при каждом удобном случае. При таком раскладе бояться России куда менее комфортно, чем Китая, Северной Кореи или Ирана. Все эти предчувствия и размышления, конечно, слабо связаны с реальностью. Нам, живущим в России, как-то очевидно, что никаких агрессивных намерений мы не питаем и диктовать свою волю миру вовсе не собираемся. Однако убедить в этом наших заокеанских друзей мы, к сожалению, не можем.
Картина мира у среднестатистического американца формируется таким образом, что в ней обязательно должен присутствовать чужой, иноположный, олицетворяющий собой угрозу миропорядку. В этом году Россия вышла на первое место. Пожелаем населению США в следующем году выбрать себе в качестве главного обидчика какую-нибудь маломощную страну, до страха перед которой можно снизойти, понимая, что никакого серьезного ущерба сияющему граду на холме она нанести не в состоянии. Друзья, всем спасибо за просмотр и до новых встреч!